Приветствую вас на канале Заметки о виски. И сегодня в заметках о виски Hart Brothers. Этот виски от независимого ботлера шотландского. Виски очень интересный, 50 градусов крепость, без холодной фильтрации и без подкрашивания. Максимально натуральный. И забегая вперед, это философия компании Hart Brothers. Они не добавляют ничего, кроме воды. Это такой дух компании, их принцип золотой, которому они придерживаются. Максимум, что они делают, это просто при бутилировании разбавляют водой, и у них также есть релизы, которые имеют бочковую крепость. Но что касаемо самой компании, это компания-негациант, ботлер. Они начинают свою историю как семейная компания с конца 19 века. Начинали свой бизнес продажей продуктов и спиртных напитков. И спустя достаточно продолжительный период времени они решили заняться ботлерством, дистрибьюцией виски. И в 1964 году два брата, это Дональд Харт и Иэн Харт, основали эту компанию. И в 1975 году к ним присоединился третий брат, Элистер Харт. Ему выпала должность купажиста. Дело в том, что на тот период времени он уже обладал опытом работы в такой компании, которая сейчас существует, White & Mackey. Достаточно большая компания, у него очень большой портфель. И имея опыт работы в этой компании купажистом, он все свои знания, все свои умения приложил к тому, чтобы отбирать самые лучшие релизы со всех дистиллерий Шотландии, раритетные, винтажные, и купажировать их, блендировать. Ну и, в общем-то, у него вот такая была обязанность именно в отборе бочек. Что касаемо самой компании Hart Brothers, имеют в своем ассортименте, на своих складах дистилляты от вискокурин, которые уже прекратили свое существование, сохраняют их спирты, и уже там, по прошествии какого-то времени эти спирты они бутилируют за достаточно большую сумму денег. И вот среди любителей, коллекционеров, компания Hart Brothers, она тем и стала популярной, что они могут позволить себе прикоснуться к истории тех дистиллерий, которые уже, к сожалению, не существуют. И, собственно, что касаемо самого виски, доподлинно неизвестно, каких дистиллерий используют спирты. Значит, Hart Brothers. Есть мнение. Ну, во-первых, я не сказал, что виски это питет с острова Айла, с прекраснейшего, великолепного острова Айла. И предполагается, что здесь либо используются спирты от Калейла, от Бонахабен, Лафройга, либо Брюхлади. Я пробовал Лафройг 10-летний и Лафройд Квотеркаск, Брюхлади Порт Шарлотт 10-летний, Калейла 12 лет и еще также Артбек 5-летний. И предполагает, что, возможно, здесь тоже есть спирты от этой дистиллерии. В интернете долго искал информацию, пытался порыться в всяких там форумах, профильных сайтах.
на ютубе ролики всякие смотрел, было все-таки интересно было понять, какие же дистилляты здесь доподлинно известно используются. Давайте попробуем. Виски обладает прекрасным натуральным цветом. Цвет соломенный, бледно-бледно-желтый. Ну, в общем, цвет такой, какой должен быть у неподкрашенного, не сильно, не длительно выдержанного виски. В аромате слышится среди, понятно, большого количества дыма и нью-мейковая составляющая, что указывает на не сильно выдержанный дистиллят. Такая и вот эта вот нью-мейковость, она не бражная, а такая очень, очень приятного оттенка, похожая на крем-брюле. Именно за такой оттенок в аромате мне безумно понравился релиз от Артбега 5-летний Вибисти. Там ярко выраженный вот это вот крем-брюле, ярко выраженный аромат молодого виски, совершенно не отталкивающий. И в этом релизе от Hot Brothers вот этот вот бражный намек на молодой виски присутствует, и он, повторюсь, очень приятный на нос. Такой, знаете, похожий очень аромат на свежую выпечку, как будто бы ватрушки покрытые сверху карамелью. Дальше выступает аромат обугленной деревяшки, каких-то медицинских нот, которые бы прямо указывали, например, на релиз от Лафройга, здесь нет. Присутствует йод, или, как некоторые этот аромат называют, морской солью. Сухофрукты, изюм, курага. И сушеные орехи. Дымность на самом деле не ярко выраженная, она не сильная. И виски уже не похож на Брюхлади, не похож на Кол-Ила, чуть-чуть похож на Артбег, именно своей молодостью, именно так, как пахнет дистиллят молодой от Артбега. Присутствует также в аромате кисловатые тона, похожие на кислое яблоко, на кислое моченое яблоко. Здесь присутствует дым, похожий на такой же оттенок дыма, как в Кол-Ила. Интересный такой оттенок дыма, как, знаете, для меня такая ассоциация, когда вы заходите в баню, в предбанник, старая такая баня, и такой деревянный сруб, пропитанный гарью от печки банной, когда вот сруб пропитывается вот этой гарью. И вот этот вот аромат бани, он очень сильно мне запомнился. И впервые, когда я открыл Кол-Ила 12-летний, я сразу же вспомнил этот аромат. И здесь в дыме присутствует намеки вот
на похожую палитру в ароматике Клыва. Тем не менее, мне больше напоминает релиз от Лафройга. И здесь есть некоторые к этому предпосылки, потому что новые релизы от Лафройга, они уже в себе не содержат оттенки аромата, напоминающие на медицину. Давайте узнаем, что же по вкусу. При первом соприкосновении ротовой полости с виски рецепторы встречают кислый привкус какого-то там фрукта, похожего на лимон. Вот эта вот кислотность сначала ярко выраженная, потом она плавно перетекает в то, что присутствует в аромате крем-брюле. Потом это переходит, при этом, при всем, все это окутано в некоторую такую дымность. Дымность очень приятная, дымность похожая от тлеющего костра, который вот вы вдохнули. После вкус переходит, опять же, в дым, но дым уже горький, будто бы вы попробовали на вкус уголь. На послевкусие достаточно продолжительное. На послевкусие этот же дым. Кислотность от первого глотка, конечно же, пропала. Присутствует онемение ротовой полости, потому что 50 градусов. И при всем при этом он безумно мягкий. Знаете, это я для себя такой оттенок аромата называю скотный двор. Вот там стоит вот такой вот аромат тяжелый, это перемешка сена и продуктов жизнедеятельности скота. Все это перемешку с грязью, и вот это вот аромат скотного двора. Я нашел видео на ютубе, оно корейское. Кореец, он присутствовал на дистиллерии, даже неправильно сказать, не на дистиллерии, а в том месте, где Hart Brothers разливает на своем предприятии дистиллят. И он без комментариев показал там какую-то емкость или там какой-то палет, на котором что-то стояло и на котором было написано Лафройг. И, в общем-то, он тем самым, прямо не сказав об этом, что Hart Brothers использует в этом релизе дистилляты Лафройга. И также указывает на причастность к Лафройгу и тот факт, что бутылки от Лафройга и бутылка от Hart Brothers максимальнейшим образом похожи друг на друга. Они абсолютно идентичны, и я сделаю фотку, поставлю бутылку от Лафройга Quarter Cask и этого релиза, и вы сами убедитесь, что это две абсолютно одинаковые бутылки и по цвету стекла, и по форме, и даже по вот этой выемке интересной, да, абсолютно бутылки одинаковые, ну и как бы по оформлению белый фон, на белом фоне черный шрифт очень сильно напоминает на таковой шрифт и стиль оформления, как у Лафройга. Даже вот это вот здесь есть некоторая текстура на этикетке с тиснением. Точно такое же тиснение имеется на новых релизах от Лафройга. Это прекраснейший экземпляр, который достоин, чтобы человек, который любит виски с острова Айла, этот релиз попробовал. Здесь Hart Brothers отобрали очень интересный экземпляр, который они разлили. И этот виски стоит дешевле, чем Quarter Cask. И если вам понравился релиз от Лафройга Quarter Cask,
Да и если вы фанат десятки, то этот релиз вас совершенно не оставит равнодушным. Возможно, вы даже станете им поклонником. И могу сказать, что к моим любимым релизам с Айлы, Брухлади, Порт Шарлотт и к Артбегу Вибисти прибавился еще и этот релиз. Это действительно очень интересные виски по своему характеру, по многогранности аромата. Здесь кого-то может, конечно же, оттолкнуть вот эта вот некоторая бражность, но она мне очень нравится, потому что она отличается от всех других виски молодых, где бражность ярко выраженная, такая дрожжевое тесто. Здесь же бражность очень приятная, она такая, ароматика у нее сладкая, очень похожа на крем-брюле. И потому что здесь вот эта вот дымность не выпирающая, вы понимаете, что она есть, вы понимаете, потому что она есть в аромате, но не ярко выраженная, но она есть во вкусе ярко выраженная. Особенно на послевкусии. Вот эта вот горечь, вот будто бы вы попробовали угля, все это вместе воедино оставляет очень приятное впечатление и один только позитив. Я настоятельно вам его советую попробовать. Считаю, что вы для себя откроете еще одну главу в своем исследовании виски с острова Айла. И если вы пробовали этот виски, то поделитесь своим впечатлением в комментариях. Возможно, у вас есть опыт и возможность поделиться в комментариях, рассказать, какие есть похожие виски на данный релиз. Будет очень интересно почитать. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. В ближайшее время будет еще больше заметок о виске. До новых встреч!